Всем привет! Мы продолжаем рассматривать свежие новинки от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43. И сегодня я вам покажу еще одну сборную масштабную копию советского грузового бортового автомобиля ГАЗ-53А. Этот набор я приобрел в прошлом месяце за 3900 рублей, и вместе с этим набором я покупал и другие сборные модели от этого бренда. Кто не видел другие видеообзоры, можете найти их на моем канале, как и обзоры на готовую продукцию от Deep Models и от других брендов. И мне в целом понравился данный набор. В нем не поставляется инструкции по сборке, но все интуитивно понятно. И, например, если у вас есть уже готовая собранная модель, по ней вы можете посмотреть, куда что устанавливается. В целом хорошее качество литья, также вполне качественный пластик, и трудно сказать, чем отличаются эти наборы от ранних наборов, которые Deep предлагал 3-4 года назад, и по тем наборам было довольно много замечаний к качеству литья, детали были совершенно не обработаны, но эти наборы мне понравились, и на мой взгляд они ничуть не хуже, чем продукция AVD Models, и качество литья тут мне понравилось даже больше. И модель поставляется в картонной коробочке белого цвета, без опознавательных знаков, и внутри данной картонной коробки спрятан дисплей-кейс. Если мне не изменяет память, также такие наборы предлагались и без упаковки. Они стоили чуть дешевле, но в этот раз я не видел их в продаже. И помимо обычной грузовой бортовой платформы, также предлагалось шасси ГАЗ-5201, оно стоило чуть дешевле, и основное отличие от этой сборной масштабной копии – это отсутствующий кузов и также другой задний мост. Там модификация 52, а это модификация 53. И из этого набора вы можете собрать практически любую модель, которая выходила у Deep в собранном виде. Тут 3 типа решетки радиатора, также несколько вариантов крыши, а кузов на этом грузовике с 5 брусьями. И такой кузов только устанавливался на одну готовую модель в варианте автоэкспорт. И давайте распакуем коробочку, посмотрим, как выглядит данный набор. Я покажу вам именно в таком виде детали, в котором они поставляются клиенту. И я уже распаковывал данный набор, проверял его на комплектность. Вроде бы все на месте, но пишите в комментариях, если не хватает какой-то детали, потому что бывает порой все не уследишь. И, например, на модели Амур, которую я вам показывал, я после видеоролика не досчитался лючка на топливный бак, и мне подсказали, что эта деталь была на одном из литников, перепроверил. Что-то похожее, но или это бракованный элемент, или плохое качество литья, потому что на горловину бензобака эта деталь очень отдаленно похожа, и сверху нету какой-то фактуры. И вот так выглядят детали, они упакованы в один большой пакет и разложены по мелким пакетам, например, по крышке в одном пакетике, кабина в другом пакетике, рама в третьем и так далее. Я не буду заострять внимание на всех деталях, тут и так все понятно. И у кого из вас есть похожие наборы, я думаю, тот и так поймет, о чем тут будет идти речь. И кабина поставляется в отдельном заклеенном пакете, не буду его распаковывать, и так все видно, потому что пакетик прозрачный. Кабина тут составная, крылья и передняя часть — это одна деталь, капот, дверцы и часть крыши — это вторая деталь. И как раз вы можете посмотреть вполне хорошее качество литья, есть немного облоя, его можно сточить надфилем, потом пройтись мелкой наждачкой. Просверлены отверстия под стеклоочистители, также есть одно отверстие для установки зеркала заднего вида. И если вы хотите сделать более поздний вариант, вам нужно будет просверлить еще дополнительные отверстия под кронштейны. И также тут есть небольшие отверстия для установки дверных ручек, но это не сквозные детали. И нужно маленьким сверлышком их просверливать, чтобы аккуратно установить ручку в посадочное место. Вот так выглядит задняя стенка и нижняя часть. Первая деталь. Далее следует рама, тоже из металла. Тут уже больше облоя. И если сравнить этот набор с набором Амура, то у
той модели детали чуть лучше подготовлены. Следующий пакетик – это прозрачные элементы. Тут представлены детали остекления, также светотехника. Например, задние фонари прямоугольной формы, также два огня заднего хода для более поздних вариантов. Есть еще круглые задние фонари. Их тут 3 штуки, 2 и 1 запасной, скорее всего, если вы его или испортите, или потеряете. Также есть форточки на двери. Есть поворотники. Также тут присутствует лобовое стекло. Довольно хороший прозрачный пластик, без каких-либо изъянов. Есть 2 комплекта фар ближнего света. Они вроде бы друг от друга ничем не отличаются. Точно такие же рассеиватели, но качество этих мелких деталей тоже довольно хорошее. И еще один литничек с мелкими деталями. Скорее всего, поворотники на крылья, на переднюю часть для ранних типов решетки. И последняя деталь – это заднее стекло на кабину. Следующий пакет – это мелкие детали из фототравления. Также тут есть самоклеющаяся фольга для имитации зеркальца. Есть небольшие винтики для закрепления кабины к раме, также кузова. 3 типа панели приборов тоже отличаются друг от друга, скорее всего, по годам выпуска. Как видите, на одной больше различных датчиков. И можете в комментариях написать, какой тип панели приборов подходит под какой тип решетки радиатора. Также тут есть крепление зеркал из фототравления, небольшое ушко для рукоятки запуска двигателя, редуктор на заднюю ось, элементы рулевого управления из металла, ну и так далее, мелкие детали. Далее следует пакет с покрышками, их тут 7 штук. Давайте посмотрим на детализацию данного элемента. Присутствует боковая маркировка, вполне хороший протектор, и тут мягкая резина. И это несомненный плюс в копилку Deep Models, потому что если взять покрышки АВД, то они по истечении времени дубеют, и их сложно бывает одеть на колесный диск, если у него довольно высокие бортики. Следующий пакет – это кузов, брызговики и другие элементы. Давайте тоже посмотрим мельком эти детали. Тут черный пластик. И интересно то, что на сборной модели Амура кузов был не из пластика, а из полимера. Так выглядит боковой борт. Тоже есть фактура на брусьях. И повторюсь, тут кузов с 5 брусками, а на стандартных моделях ГАЗ-53 от Deep кузов шел с 6 брусьями. Также тут брызговички. Еще один борт. Напольное покрытие. Нижняя часть кузова с отверстиями для установки брызговиков, осветительной техники, также ящичка и других элементов. Присутствуют детали для сборки маленького ящика, который находится под кузовом. Есть крепление под номерной знак, под фонарь, под огонь заднего хода. Также деталь на другую сторону. И есть крепление под круглые фонари для более ранних версий. Также тут присутствуют небольшие ручки под ящик и тоже корпуса фонарей. Их 3 штуки. Подрамник. Крепление под брызговики.
Хотя, по-моему, эти детали должны были быть из фототравления, если мне не изменяет память, но могу ошибаться. Поправьте меня в комментариях, если ошибаюсь. И также тут есть еще одно крепление под номерной знак. Или запасное, или просто мне положили два варианта. Следующий пакет — это решеточки радиатора, также крыши с разным дизайном. Давайте посмотрим содержимое этого пакета. Тут на одном литнике внутренняя обшивка дверей, также буксировочные крюки, еще какой-то элемент круглой формы. Сложно сказать, что это за деталь. Решетка радиатора позднего типа для ГАЗ-5312. Тоже хорошее качество литья. Присутствует надпись Горьковского автозавода. Второй тип решетки переходной, скажем так. Этот тип решетки самый распространенный на грузовиках из моей коллекции. Практически все дипы у меня вот такого поколения. И давайте посмотрим на ранний тип решетки. И с таким типом у меня только в коллекции одна готовая модель красного цвета. Я тоже давно на нее делал детальный видеообзор. Не самая удачная решетка, было много нареканий по ее оформлению, но мне нравятся тоже такие грузовики с таким типом решетки, они смотрятся довольно необычно. И также могу вам показать, чем отличаются крыши друг от друга. Тут получается два типа, одна гладкая, вторая с ребрами жесткости. И также вы можете комбинировать крышу с различным типом решетки. Поручни, рукоятки стеклоподъемников, корпус зеркала заднего вида раннего типа. Также еще один корпус зеркала. Рукоятка стояночного тормоза, еще дополнительные зеркала. Также тут присутствуют корпуса для осветительной техники. Ну, различные мелкие детали, дверные ручки, также горловина топливного бака. Так, тут что у нас такое? Скорее всего, это кронштейны на зеркала заднего вида. Третья ножка. И тут тоже есть уже готовые зеркала заднего вида, но эти детали особо нету смысла ставить, потому что у Дипа в этом же наборе предлагаются ножки из фототравления и корпуса, которые, на мой взгляд, сделаны чуть лучше. Я их тоже вам уже показывал. Глушитель. И тут, по-моему, еще было несколько типов глушителя, но они в другом пакетике, тут пока что я их не вижу. И еще корпус зеркала заднего вида, круглой формы для самой ранней модификации и еще другие детальки. Есть сиденье, рулевое колесо, элементы крепления модели к подиуму. И тут два типа переднего бампера. Друг от друга они отличаются узором на верхней части. И больше вроде бы тут отличий нету. И тоже, кто знает, пишите в комментариях, для какого грузовика подходит какой тип бампера. Также есть вот такой элемент. Это, скорее всего, какая-то нижняя часть, то ли от топливного бака, то ли для чего-то другого предназначен этот элемент. Ну, нужно посмотреть на собранной модели, куда что идет. И радиатор охлаждения. И последний пакет, который я вам покажу, содержит колесные диски. И тут должны быть другие варианты выхлопной системы. Положим его сюда, чтобы детали не перепутались. Получается плашка для 8-цилиндрового двигателя и плашка для 6-цилиндрового двигателя. Также тут присутствует карданный вал, колесный диск на заднюю ось с внутренней стороны. Также тут представлены рессоры.
передний мост. И как раз вот еще один глушитель. И третий тип глушителя немножко другой формы. И получаются поворотные кулачки. Есть еще вот такой ящичек. И передний колесный диск. Вот такое интересное содержимое набора для самостоятельной сборки. Напишите ваш комментарий, есть ли у вас в коллекции похожая сборная модель, удалось ли вам ее собрать, и также вам мельком покажу, если вы собрали модель, то в принципе какой результат стоит ожидать. Это уже готовая модель от Deep Models, вариант автоэкспорт, именно с таким типом кузова, который представлен в наборе для самостоятельной сборки. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеообзоры на модели из моей коллекции. Если вы не смотрели предыдущие видеоролики, то советую их тоже посмотреть, моделей довольно много скопилось на моем канале за последние 10 лет. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.